Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такие милые подстаканники из остатков пряжи. И для этого подстаканника нам понадобится пряжа зеленого цвета. У меня это Alize Bella. Также нам понадобится пряжа зеленого и розового цвета, примерно такой же толщины, как основная нить. Но по производителю она может быть любая. Это лишь для оформления мордочки. Основная нить у меня получается на 100 грамм 360 метров, то есть достаточно тонкая. Для нее буду использовать крючок 2,5 мм. У меня от марки Knit Pro. А заказала, кстати, я его на Яндекс.Маркете. Ссылку я оставила в описании под роликом. Ну что ж, давайте начнем вязать. Берем пряжу, и нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого располагаем нить следующим образом. И оборачиваем вокруг двух пальцев. Должно получиться перекрестие. Придерживаем его. Теперь заводим крючок внутрь круга и вытягиваем рабочую нить. После чего перехватываем рабочую нить, придерживая кольцо, наберем 3 воздушные петли. Заводим крючок за нить. И вытягиваем из петли на крючке. Первая, вторая, третья. Дальше короткий конец нити вытягиваем из круга. Дальше начнем вязать внутрь круга столбики с одним накидом. При этом сам круг придерживаем. Вначале набираем накид, заводим крючок внутрь круга и вытягиваем рабочую нить. На крючке должно получиться 3 петли. Провязываем сначала 2, дальше еще 2. Продолжаем вязать столбики с одним накидом. Делаем накид, заводим крючок внутрь круга, вытягиваем рабочую нить. На крючке 3 петли, мы провязываем сначала 2, дальше еще 2. Продолжаем, пока у нас не будет таких столбиков. 11. Накид, крючок внутрь круга, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли и еще 2. Одиннадцать столбиков провязала, и их можно посчитать следующим образом. Каждому столбику соответствует вот такая косичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. После чего затягиваем круг. Первый ряд практически готов. Дальше находим третью воздушную петлю подъема. Внизу у нас первая, вот вторая и третья. Заводим в нее крючок. И теперь провяжем соединительный столбик. Вытягиваю рабочую нить и прохожусь через все петли на крючке. Приступаем ко второму ряду. 3 воздушные петли подъема, накид, и сюда же заводим крючок, провязываем столбик с одним накидом. В этом ряду мы будем делать прибавление. Прибавление — это когда в одно место провязывается сразу 2 столбика. И в конце у нас получится уже не 11 столбиков и 3 воздушные петли подъема, которые заменяют 1 столбик, а 23 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли подъема, которые заменяют столбик. Поэтому в сумме получается 24. И смотрите, как будем вязать. Делаем накид. Заводим крючок за столбик от предыдущего ряда, захватывая вот эту косичку обе стенки. Вытягиваем рабочую нить,
На крючке 3 петли мы провязываем 2 и еще 2. А чтобы у нас получилась прибавка, мы сюда же провяжем еще один столбик. Накид. Заводим крючок в это же место. Вытягиваем рабочую нить. Провязываем 2 петли и еще 2. Прибавка готова. Продолжаем. Накид. В следующий столбик, захватывая следующий столбик, провяжем опять 2 столбика. Сюда же второй. Накид. Находим следующий столбик и провязываем опять 2 столбика. Так продолжаем до конца ряда. Провязала, количество столбиков обязательно в конце пересчитывайте. И в конце ряда опять делаем соединительный столбик. Находим третью воздушную петлю подъема. Первая, вторая, третья. Заводим крючок за эту воздушную петлю. И делаем соединительный столбик. После чего приступаем к третьему ряду. Здесь мы будем вязать последовательность из прибавки и одного столбика с накидом. Сейчас покажу, как мы будем провязывать. 3 воздушные петли подъема. И сюда же провязываем еще один столбик. Дальше делаем накид, находим следующий столбик и провязываем один столбик с одним накидом. Последовательность мы провязали, у нас получилась прибавка, дальше просто один столбик. И начинаем последовательность заново. Делаем прибавку, то есть провязываем 2 столбика в одно отверстие. Сюда же второй. А за следующий столбик провязываем только один столбик. Вторая последовательность провязана. Дальше опять прибавка. То есть 2 столбика в одно место. И просто один столбик. Продолжаю последовательность до конца ряда. В конце ряда вяжу один столбик. И делаю соединительный столбик в третью воздушную петлю. Если вот так закручивается, ничего страшного, это все можно будет потом разгладить. И приступаем к четвертому ряду. 3 воздушные петли подъема. Здесь у нас будет последовательность прибавка, дальше 2 столбика в отдельные столбики предыдущего ряда. Накид, сюда же провязываю столбик. Прибавку сделали. Дальше за следующий столбик провязываю столбик с одним накидом. Накид, за следующий столбик тоже один столбик. Последовательность провязана. Дальше опять начинаем прибавка. Сюда же второй столбик. После чего 2 столбика в разные столбики предыдущего ряда. Первый и за второй столбик тоже один. Получается, у нас из одного выходит 2 столбика, дальше по одному. И продолжаю. Прибавка. Два столбика в отдельные столбики предыдущего ряда. Первый и следующий за следующий столбик. Провязала. В конце ряда опять делаем соединительный столбик. Три воздушные петли подъема. Сюда же провязываем еще один столбик. Это у нас получается прибавка. И последовательность у нас теперь такая: прибавка, дальше 3 столбика с одним накидом в столбике предыдущего ряда. Продолжаю. Провязываю первый столбик. За следующий провязываю второй. И за следующий столбик провязываю третий.
Дальше опять прибавка, то есть 2 столбика с одним накидом в одно отверстие и 3 столбика за разные столбики предыдущего ряда. Первый, второй, третий. Последовательность продолжаю опять до конца. В конце ряда провязала 3 столбика и сделала соединительный. Приступаем к следующему ряду. Опять 3 воздушные петли подъема. Сюда же столбик с одним накидом. И последовательность, я думаю, уже очевидна. Это прибавка и 4 столбика за каждый столбик предыдущего ряда. Прибавку провязали, поэтому провязываю 4 столбика. Первый за следующий, второй, третий за следующий и четвертый, также за столбик предыдущего ряда. После опять прибавка. Первый столбик и сюда же второй столбик. И опять 4 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. В следующем ряду мы с вами сформируем ножки, ручки и глаза. Поэтому здесь будем вязать немного иначе. Для начала наберем одну воздушную петлю подъема. Дальше нам нужно провязать 6 столбиков без накида. Они вяжутся так: накид не делаем. Заводим крючок за первый столбик. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли и мы их провязываем. Первый столбик провязали. Дальше второй. Заводим крючок за следующий столбик. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли и мы их провязываем. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Дальше провяжем ногу. Для этого делаем накид. Заводим крючок за следующий столбик и провязываем столбик с одним накидом. Сюда же нам нужно довязать еще 4 столбика с одним накидом. Второй, сюда же третий, и пятый. Дальше по полотну провяжем 9 столбиков без накида. Находим следующий столбик. Первый, второй, девятый. Дальше провяжем руку, она вяжется так же, как нога. В один столбик провяжем 5 столбиков с одним накидом. Первый, сюда же второй, дальше опять 9 столбиков без накида. Находим первый столбик после руки и начинаем провязывать. Первый, второй, девятый. В следующий столбик нужно провязать полустолбик с накидом. Накид, заводим крючок в столбик, вытягиваем рабочую нить, на крючке 3 петли и мы сразу их провязываем. Сюда же вяжем столбик с одним накидом. В следующий столбик нужно провязать 4 столбика с 2 накидами. Для этого делаем накид и еще один накид. Заводим крючок за следующий столбик и провязываем. У нас 4 петли, мы провязываем 2, еще 2 и еще 2. Сюда же еще 3 таких столбика. Накид, еще один. Провязываем 2 петли, еще 2 и еще 2.
За следующий столбик провяжем столбик с одним накидом и полустолбик с накидом сюда же. Дальше вяжем 11 столбиков без накида. И нужно сделать еще такое же веко. Повторяем. Полустолбик с накидом. Сюда столбик с одним накидом еще. За следующий столбик 4 столбика с двумя накидами. За следующий столбик столбик с одним накидом. И сюда же полустолбик с накидом. Дальше 9 столбиков без накида. Дальше вяжем руку. Для этого провязываем 5 столбиков с одним накидом. Следующий столбик. Дальше 9 столбиков без накида. И нужно сделать ногу. Для этого опять вяжем за следующий столбик 5 столбиков с одним накидом. И в конце довязываем 8 столбиков без накида до конца ряда. Провязали. И в самом конце нужно сделать соединительный столбик. Находим воздушную петлю. Вытягиваем нить. Если у вас здесь большой разрыв между воздушными петлями и столбиками, то с помощью вот этой нити можно их получше соединить на изнаночной стороне. Лицевая сторона выглядит вот так. Это изнаночная сторона.
Отсчитываем от глаза 5 столбиков. И выводим иголку. Если хотите, чтобы все нитки остались внутри изделия, то можно связать 2 таких подстаканника и соединить между собой. Тогда он будет двухсторонний и все нитки останутся внутри. Пришивать можно вот так, захватывая с одной стороны полупетлю и с другой стороны. А на этом сегодня все. Вот такой подстаканник у нас получился. Если ролик понравился, то не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и до скорых встреч!